Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo. Это канал о вязании. Сегодня я покажу, как вязала джемпер регланом снизу на размер 42-44. Джемпер связан снизу вверх лицевой гладью. Основное полотно и рукава внизу оформлены подгибом с рубчиком в виде изнаночных петель по краю. Длина моего джемпера по спинке составляет 58 сантиметров. Ширина полотна 45 сантиметров. Длина рукава от горловины 64 сантиметра. Длина рукава от проймы 46 сантиметров. Длина регланной линии по передней части приблизительно 20 сантиметров. Длина регланной линии по спинке 22 сантиметра. Я связала два одинаковых джемпера, разных по цвету. Показывать вязание буду на примере голубого джемпера. Давайте посмотрим на расчеты моего джемпера. Основное полотно и рукава я вязала на спицах 4 мм. Плотность моего полотна рассчитана из образца, который связан спицами 4 мм. Она составляет 24 петли и 30 рядов в 10 сантиметрах. Сначала я определила ширину изделия с учетом удобной для меня свободы облегания. Это 45 сантиметров. Или спинка и передняя часть вместе 90 сантиметров. Итак, я знаю, что в 10 сантиметрах у меня 24 петли. Мне нужно узнать, сколько петель в 90 сантиметрах. Для того, чтобы узнать количество петель в 90 сантиметрах, я буду использовать арифметическую формулу. 24 умножаю на 90 и делю на 10. Получаю значение 216. Значит, для основного полотна моего джемпера я должна набрать 216 петель. Количество петель для вашего изделия вам необходимо определить из расчета вашей плотности вязания. Количество петель для рукава я определяла так. Окружность запястья равняется 15 сантиметрам. Я знаю, что в 10 сантиметрах у меня 24 петли. Мне нужно узнать, сколько петель в 15 сантиметрах. Для этого 15 я умножаю на 24 и делю на 10. Получаю 36 петель. К 36 петлям я добавила еще 4 петли. Итак, на рукав я наберу 40 петель. Количество петель для рукав вашего изделия вы определяете из расчета вашей плотности вязания. Окружность верхней части рукава с учетом свободы облегания руки у меня составляет 35 сантиметров. Вы подставляете свое значение. Определяем, сколько это в петлях. Я знаю, что в 10 сантиметрах у меня 24 петли, но не знаю, сколько это будет в 35 сантиметрах. Для того, чтобы вычислить количество петель в 35 сантиметрах, я 24 умножаю на 35 и делю на 10. Получаю 84 петли. Высота рукава моего джемпера до подрезов составляет 46 сантиметров. Я знаю, что в 10 сантиметрах у меня 30 рядов. Мне нужно узнать, сколько рядов будет в 46 сантиметрах. Для этого 30 я умножаю на 46 и делю на 10. Получаю 138 рядов. Так как изначально на рукав я набираю 40 петель, то за 138 рядов я должна прибавить 44 петли. То есть я взяла итоговое число петель 84 петли и отняла от него 40 петель. Получила 44 петли. Я буду прибавлять по 2 петли в ряду. 44 петли я делю на 2 петли и получаю 22 ряда. 22 ряда – это количество рядов с прибавками. Дальше 138 я делю на 22 и получаю значение 6,27 и так далее. Округляю в меньшую сторону. Получаю 6. Это значит, что по 2 петли я буду прибавлять в каждом
шестом ряду. Первый ряд с прибавками после подгиба у меня будет в третьем ряду, затем уже в каждом шестом. А после последнего ряда с прибавками я провяжу еще несколько рядов, до 5 рядов. Дальше я определяю ширину подрезов и окружность горловины. Основное полотно до подрезов имеет 216 петель. Возьмем это число за 100%. На подрезы я оставляю в этом джемпере по 6,5%. Итак, 216 петель это 100% и неизвестное количество петель это 6,5%. Чтобы узнать количество петель, которые я оставлю на подрезы, я 6,5 умножу на 216 и разделю на 100. Получаю значение 14,4. Округляю до 14 петель. Это значит, что на каждый подрез я оставлю по 14 петель. Количество петель для окружности горловины в этом джемпере я возьму 58% от количества петель основного полотна. То есть я знаю, что 216 петель это 100%, и неизвестное количество петель для горловины это 58%. Для того, чтобы узнать это количество петель для окружности горловины, я 58% умножаю на 216 петель и делю на 100%. Получаю значение 125,28. Уменьшаю это значение до 124 петель. Дальше я формирую верхнюю часть джемпера и регланные линии. Присоединив рукава к основному полотну и отделив по 14 петель с каждого рукава и с двух сторон основного полотна, я получаю в итоге 328 петель. От 328 петель я отнимаю количество петель горловины, то есть 328 отнять 124 петли горловины получает 204 петли. Это значит, что от подрезов до горловины я должна убавить 204 петли. Длину регланных линий по спинке я сделаю больше на 2 см, чем длина регланных линий по передней части. Это 6 рядов. Каким образом я это вычислила? Так как я знаю, что в 1 сантиметре у меня 3 ряда, то 2 сантиметра умножив на 3 ряда, я получаю 6 рядов. В 6 последних рядах только 4 убавки в ряду, так как 2 регланные линии на спинке. 6 рядов я делю на 2 и получаю 3 ряда с убавками. Почему я делю на 2? Так как я планирую делать убавки в каждом втором ряду. В каждом из этих 3 рядов 4 убавки. 3 ряда умножаю на 4 петли и получаю 12 петель. То есть 12 петель я убавляю только по спинке. Отнимаю эти 12 петель от 204 петель, которые я должна убавить в общей сложности. 204 отнять 12, получаю значение 192. Дальше 192 петли я делю на 8 петель и получаю 24 ряда. Почему я делю на 8? Так как убавки и по спинке, и по передней части вместе имеют 8 петель в ряду. Это значит, что мы имеем кроме 3 рядов с убавками по спинке еще 24 ряда с убавками по спинке и по передней части. Так как убавки я планирую делать в каждом втором ряду, то 24 ряда я умножаю на 2 и получаю 48 рядов. 48 рядов – это количество рядов, которое формирует верхнюю часть джемпера с регланными линиями по передней части. В сантиметрах это 16 сантиметров. Каким образом я получила это значение? 48 рядов разделила на 3 ряда, так как у меня в 1 сантиметре 3 ряда. Теперь я проверяю, совпадают ли мои расчеты с необходимой для меня длиной регланных линий. Итак, высота джемпера по прямой от момента, где я присоединила рукава к основному полотну,
составляет 16 сантиметров. Длина регланной линии больше приблизительно на 3-4 сантиметра, чем высота верхней части джемпера по прямой линии. Это тоже можно вычислить арифметически, но здесь точное значение мне не важно, поэтому я буду ориентироваться на приблизительное число. 16 сантиметров плюс 3 или 4 сантиметра получаю 19-20 сантиметров. Такая длина регланной линии меня вполне устраивает. И последнее значение, которое я должна определить, это на какой высоте я начинаю формировать горловину. Горловину в своем джемпере я буду формировать на 2 сантиметра раньше, чем закончится регланная линия по передней части. 2 сантиметра я умножаю на 3 ряда и получаю 6 рядов. 48 рядов, отнимаю 6 рядов, получаю 42 ряда. 42 ряда делю на 3 ряда, получаю 14 сантиметров. То есть это значит, что после присоединения рукав я провяжу еще 42 ряда или 14 сантиметров, если считать в сантиметрах, и начну формировать горловину. Давайте определим, сколько это будет в петлях. 42 ряда я делю на 2, так как в каждом втором ряду я планирую делать убавки, и получаю 21 ряд с убавками до начала формирования горловины. Дальше 21 ряд я умножаю на 8 петель и получаю 168 петель. 168 петель я должна убавить до начала формирования горловины. Дальше 328 я отнимаю 168 и получаю 160 петель. 160 петель у меня на высоте 14 сантиметров должно быть, когда я начинаю формировать горловину. Горловину по спинке я формирую в последних нескольких рядах при помощи укороченных рядов. В самом конце я покажу, как я буду это делать.